Привет, мои дорогие черные, рыжие, белые и разноцветные девочки, мои котики. Сейчас мы с вами сделаем этот ритуал, потому что он себя уже долго ждал. И я вот ждала определенного времени, чтобы, вот знаете, вот, чтобы мощно было сейчас. И сейчас, девочки, мы сделаем с вами ритуал прямо онлайн. Мы будем с вами убирать какие-то вещи, вещи и людей, которые мешают нам для того, чтобы работал наш денежный канал, девочки. Пришло то время, и для этого мы сейчас, вот я не буду долго тут размусоривать, разглагольствовать, потому что уже зажгла свечки. Это зеленая свеча. Зажигаю ее таким, знаете, роговым методом. То есть свечку одну сгибаю, получается как будто бы две свечи. И зажигаю как низ, так и вверх, да, то есть палка, которая горит двумя концами. Дальше у нас сегодня зеркало. Зеркало такое треснутое, да, ну и треснутое зеркало кое для чего хорошо. Игральные карты, пики я для вас тут выбрала. Это слезы против денег, да, это какие-то плохие случайности, которые случаются для того, чтобы у вас деньги не шли. Это полностью порча, закрытие вашего денежного канала, и это ваши враги. Нам потребуются иголки. Вот такая вот кора. Это кора от сосны, кладбищенской сосны. Нам понадобится черная свечечка. И я вот здесь, ну, просто сейчас балдею от того, что я использую вот такие вот свечки. Это свечки с горных мужских монастырей. Они обладают действительно такой живущей силой. Я обещала вам, что я буду их использовать в онлайн ритуалах, и мы сейчас с вами будем это использовать. Сейчас мы будем с вами гасить все негативы, которые мешают ходу вашего крупного, хорошего, четкого денежного канала. Мы будем закрывать, убирать те, знаете, ямки, те ваши спотыкания для того, чтобы денежка к вам шла. Именно так, как она должна идти к вам. И для этого, ну, девочки, я подвину уже сюда, пусть она горит и не мешает. Вот тут вот зеленая свечка, свечка о двух концах. Кстати, вот в магии часто я так делаю. Беру просто, отгрызаю кусочек свечи, чтобы вот фитиль был с другой стороны. И вот такие вот свечки очень хорошо пользоваться в магии. Итак, девочки, вот перед вами рубашечки эти самые хреновые карты с врагами, с слезами, со всякой фигней. И сейчас мы с вами будем это все с вас снимать, знаете, вот как черную эту паутину. И я ее буду прикреплять на мир мертвых. Итак, поехали. Вы будете сами вот сейчас смотреть. Вот вы притягивать сейчас будете ту ерунду, которая мешает действительно вам. Может, девочки, вот этот ритуал, он больше с будущим связан, чем с прошлым, да. Сейчас не думайте ни о каком своем прошлом. Были у вас деньги, проблемы были с деньгами, все остальное. Мы сейчас будем убирать прямо здесь с настоящего, что есть, и уберем будущие такие моменты. И вот вы, кто наблюдательный, тот заметит, что, вот, как говорится, беда мимо прошла, да, вот вы почувствуете это. Ну что... Выбирайте вот ту дрянь, выбирайте ту гадость, которая мешает вашему денежному каналу. Игральные карты для этого, знаете, очень хорошо подходят. Очень хорошо ищет, негатив очень хорошо и палится на нем. Таро я не палю, хотя многие используют таро для ритуалов. Я таро не использую. Игральные карты, 36 картей, 4 мастей, все это работает. Выбирайте карту, начертите на ней, вот знаете, черный круг. Вот эта вот чернота, которая есть у вас, тревога за будущее свое, за будущее свои деньги. Вот просто прикрепите сейчас как жвачку, пожеванную к любой карте, которую вы сейчас видите. Поставлю вот тут вот поближе, чтобы вы видели, что рожки работают. С двух концов будем делать горящую палку. Зеленую денежку будем к вам прилеплять и убирать с вас
вот эту вот черную паутину, пиковую черную паутину. Выбрали, девочки? Можете несколько карт выбрать. Те, которые вы чувствуете, чтобы вы хотели. Вот прямо сейчас весь этот негатив выплескиваете. Выплескиваете прямо здесь на эти карты, на это все. На рубашки эти. Выплескиваете все, что у вас есть. Можете на 4, да? Можете на 2, на 3. Насколько у кого, девочки, хочется. Итак... Теперь переворачиваю я. Но переворачиваю не так, как гадаю. С другой стороны делаю это. Потому что это уже ритуал пошел. И сейчас посмотрим. Девочки, видите, что где у кого попалось? Это слезы, враги, порча и случайности, камни преткновения, в общем, все. Зависть, интересы всякие чужих людей, которые хотят использовать ваш денежный канал. Вот тут еще эта карта, когда ее палишь, она уберегает еще от того, когда у вас деньги просят, и человек со спокойной совестью не дает никому. Ну что, выбрали? Выбрали, да я думаю, что вы уже поняли, что у кого, где, что мешает, правда? Не будем на этом останавливаться, мы сейчас будем с вами работать по этим картам. Смотрите на них, девочки. Можете на все остальные смотреть, они, в принципе, мешать не будут. Теперь я их закрываю. Закрываю всю эту гадость. У меня вот такой вот люстерка есть, да? Но сейчас мы посмотрим. Возвращаю все плохое тому, кто порчу наводил на этого человека, чтобы у него все у того плохо получалось. О, девочки, вот эта порча, я вам скажу, она как бы на мясо была наведена. Я прямо сейчас, когда я обжигаюсь, да, это значит жертвоприношение, это значит мясо какое-то. Я почему про мясо говорю? Мясо, кто носит на кладбище. Дальше, девочки, смотрим. Эту карту пока сюда положу. Враг. У кого враг был? Давай, показывай этого врага. Пусть ему все вернется, все плохое, что он желал тебе. Это был заговор здесь. Какой-то заговор словами. Может быть, еще и подклад был, кстати. Заговор, либо подклад. Обратите внимание. Слезы чистим, девочки. У кого слезы были? Возвращаю все тому, кто на тебя что плохое наводил, кто закрывал твой денежный канал. Тут такие удары в карту шли, да? Эти удары просто вот из зеркала, они повторяются. То есть тут шипение было, заговоры, да. Тут я обожглась. Это значит на мясо, на что-то вот такое вот делали. Может, на вольта, да. Вот на этой карте, у кого выпала карта. Удары были, девочки, в эту карту. Удары в карту, когда я ее так отражаю, кто-то стучался. Со стуками действительно что-то связано. Может, вам кто-то по спине хлопал, да? Может, есть такие нелюди, которые хлопают по попе, чтобы там кавалеров отбивать. Либо специально или по спине хлопают, чтобы... Ну, смотрите, она даже и сама еще и порвалась, эта карта. С хлопками слезы связаны, девочки. Что-то со стуком.
Я бы сказала, вам даже двери не открывайте. Вот именно, знаете, у кого есть звонки, пусть звонят, да. Но если кто стучать будет, вот вы услышите стук, либо вас похлопают, либо по спине, по руке, либо еще что-то, либо в кабинете, например, где вы работаете, сидите, кто-то начнет вот так вот ручкой стучать, либо еще что-то. Сразу обратите внимание на это. Кто у вас тут к слезам? О, как они разбились еще. И давайте посмотрим вот эти вот препятствия, которые в жизни возникают. Кто вытянул, что мешает денежному каналу. Возвращайся к тому, кто мешает. О, а ваша карта? Смотрите, как интересно она, наполовину сгорела. Девочки, это человек, это не просто такие препятствия, это какой-то... Смотрите, как она еще посерела, да? Это человек, который жалуется на здоровье, ноет, что у него там что-то болит, плохо и все остальное. Это связано с человеком. Интересно. Все такие эти вещи. От одной я поджигала, и с другого конца начинаю закрывать. Видите, два конца будут сейчас у нас работать. И то, что зеркало видела, гексограмма видела, сейчас мы будем с вами это отдавать туда, откуда оно пришло, чтобы у вас был чистый денежный канал. Просто смотрите, девочки, на огонь. Можете так смотреть. Чисти денежный канал. Чисти. От десятки пики, от семерки пики, от туза пики, от короля пики. Все, свечка ровно горит, в принципе, уже давно. Вот именно, знаете, вот когда я сейчас пришивала пики к мертвому миру, получается, она нормально горела, ничего такого плохого не прошло. Потому что иногда бывает, что очень фигово получается это. Ну, а сейчас давайте монастырской свечой это все залепим. И смотрите, девочки. Сейчас я вам даже эту диагностику прямо сейчас проведу.
Вы же запомнили, где кто какую карту тянул, правда? А теперь смотрите, берем. Не хочет стоять, сейчас мы ее присобачили. А теперь, девочки, вспомните то, что вы загадывали. Сейчас мы посмотрим, как прошла эта чистка. Кто доставал слезы, семерку пиковую, во что она превратилась? О, ушла. Слезы. Эти слезы, знаете, вот эти вот слезы, они будут в смерти. Оно сработало. И дело в том, что вот этот человек, который, вот знаете, вы как слезами, понимаете, хотел вас кто-то умыть. Так вот этими слезами от смерти какого-то родственника, родного человека будет умываться тот враг, который вам это желал. То есть в ближайшее время, обратите внимание, кто-то вам скажет о смерти, либо кто-то будет плакать, там что-то кто-то умер, вот какая-то весть такая вот пойдет именно со смерти. И вот с того момента будет вот эта вот гадость, эта слезливая, которая у вас должна быть, она у вас не будет. Кто выбирал пиковый туз, порчу выбирал, во что она превратится, эта порча? В девятку пентаклей, в беленькое, чистое, все будет хорошо у тебя. Вот, кстати, порча, да, порча самая легкая пошла. Вот эти вот слезы плохие были. Ну, давайте я так сюда отложу, чтобы потом кое-что еще посмотреть. Король пиковый, враг кому выпадал, во что он превратился? В двоечку пентаклей. Хорошая карта. И давайте посмотрим, во что превратилась десятка пиковая. Во что превратилась десятка пиковая, кто загадывал ее? О, короче, две хороших карты пошли. Две обратки, девочки, вернутся. Кто тянул семерку слезы, семерку пиковую и десятку, две пошли обратки отсюда, и две без обратки пошли. Две обраточки от украденного этого денежного канала, и одна со смертельным исходом будет. Ну и нормально, и хорошо. И запечатываю я это все. Смотрите, десятка в десятку превратилась, да, а семерка слезы смерть. И это будут смертельные слезы. Это будут слезы. Человек будет реально слезми умываться, так как бы вы умывались слезами от своих долгов, от своего плохого денежного канала. Кто-то будет умываться такими же слезами именно со смертью связанные. Понимаете? А та десятка, кто десятку выкидывал пиковую, кто доставал, да, пиковая десятка, а эта десятка в полной мере вернется тому, кто на вас тоже влиял. Потому что, почему я говорю, кто влиял на эти обстоятельства? Потому что оно так и видно, какая десятка, что с ней было. Тут везде люди мешают. Был бы, вот выпал бы кто-нибудь чистенький, да, такой. И двое ушли пентаклями, и две с обратками. Пентакли это значит работает, девочки. Оно работает в вашу сторону. Пентакли возвращаются. А тут две обратки таких. Все. Дайте всем денежки, чтобы со всех концов деньги шли, чтобы не было конца этим деньгам, которые придут к вам. Пусть будут вам и подарки, и деньги, и здоровье для того, чтобы эти деньги зарабатывать, чтобы никто не мешал вам никогда.
Если честно, девочки, да, я немного тут в шоке. Я думала, что он не такой вот будет обидный. А если честно, то мне особо и не жалко. Мне не жалко того человека, кто будет умываться слезьми из-за того, что у него кто-то умрет. Потому что эта обратка, но она даже, знаете, на особо на обратку даже именно не похожа. Вот это вот обратка, да. А 13-й этот старший аркан, это даже не особо обратка, это даже похлеще. Я вот сейчас смотрю на свечки, все нормально. Черная уже нормально горела. Вот эти догорают до конца. Бывает, когда, знаете, кому-то одному делаешь, что совершенно разное такое. А тут все нормально. А я сейчас посмотрю. А это кто был? Тут как будто, знаете, плохо видно, но это аж мне почему-то идет какой-то, знаете, запах, как вот со спортивной раздевалки, да, как будто вот даже не детская, а подростковая какая-то спортивная раздевалка, как будто вводят на какую-то спортивную секцию женщина, да. Не она идет, а сколько даже ее мысли о этом каком-то ребенке, который вот куда-то ходит, где надо переодеваться, и там, вот знаете, как носками воняет. Не знаю, почему мне вот это идет. Вот эта обратка придет. А это смерть что? Это будет смерть старого какого-то человека. И когда-то, я скорее всего думаю, что это женщина, да, ну либо какие-то близнецы идут, я не знаю что. Но они какие-то старые уже, какие-то близнецы. Не знаю, что это такое. Это поведениями сейчас вам, девочки, говорю. Чья-то либо мать, да, вот этого какого-то вашего врага. Да, брат. Мать, ну еще какие-то близнецы идут. Но это какая-то старая история с этими близнецами. Может, нерожденные, может, близнецы. Может, либо они уже в возрасте, эти близнецы, да, что-то в этом роде. Двойняшки, женщина. Ладно. Я вот чувствую какую-то тревогу, да, она у меня до конца не прошла, но вот не могу понять именно на какой вариант. Вот сейчас смотрела на эти две обратки, думаю, может это из-за какой-то вот обратки, и у меня такая вот тревога идет. Нет, не из-за этого. Это вот в картах, в игральных какие-то вопрос был. Я просто до конца либо что-то не сказала, либо надо было больше доложить на какой-то вариант. Что-то я не поняла, вот чем мне еще и тревога это не кончилась. Подождите, а я, знаете, по-другому посмотрю.
Не, ничего не вспыхивает. Эти гасят. Ладно, что их мертвых будить? Я думала, может, кто вспыхнет, да? Я бы посмотрела, что это. Нет, не вспыхивает. Ладно, девочки, мы потом с вами диагностику проведем через несколько дней и посмотрим, что да как. Все, мои дорогие. С денежного канала мы с вами убрали всякие гадости, нечисти. Это в ближайшее время должно все случиться. Есть где четко очень шло, где-то нечетко шло. 2 с обратками выпали, 2 без обраток. Все сейчас будет работать, все сейчас будет приходить. Все, желаю вам очень много денег, чтобы у вас было все хорошо, за что бы вы ни брались, чтобы у вас все сбывалось, чтобы все получалось. Все, мои дорогие, пока-пока.